Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. Те, кто очень-очень долго ждал токарку, могу я вас поздравить, ребята, вы ее дождались. Причем это будет довольно-таки крупногабаритная токарка, но здесь есть одно но. Болванки очень большие, можете заметить, вот эти две. Вот так, для ориентира. Они весят по 25 килограмм, и одна имеет диаметр 240 миллиметров, другая 190. В патрон, который сейчас установлен на станке, они не входят. Это мой любимый польский патрончик, он очень точный, но у него есть лишь прямые кулачки. Но у меня есть еще два интересных варианта. Это вот этот 315-й 4-кулачковый патрон. В него все входит практически. Все, что может поместиться на станиной, все в него входит. В обратных кулачках вообще, по-моему, до 350 миллиметров можно зажимать. И вот этот патрончик, который у меня появился благодаря Евгению с канала Токарный Блюз, он имеет диаметр 250 миллиметров и снабжен обратными кулачками. Что, казалось бы, хорошо и покрывает все мои потребности. Но, друзья, есть одно но. Он довольно-таки долго был в работе, он очень сильно поюзанный, кулачки у него неточные, в общем, зажимают не очень хорошо. Нужно это дело поправлять и нужно вводить патрончик в строй. Мог бы я, конечно, вот этим вот воспользоваться, но есть такая прекрасная возможность починить еще один патрон. И я, пожалуй, ей воспользуюсь, ребята. В общем, в этом видеоролике мы будем реставрировать токарный патрон. Для начала его нужно разобрать, выкрутить кулачки и прочистить внутри, потому что там заряжена какая-то мерзотная черная смазка. На оборотах она с него вылетает и образует вот такую живопись на стене. Когда-нибудь планирую, ребята, вообще на полгодика завязать с различными проектами и заняться усовершенствованием мастерской. Не знаю, когда это будет, но это будет по-любому, потому что за неделю, за две, там, за такие короткие сроки, даже за месяц, за два, ничего не получается кардинально изменить в мастерской. Да, покоцанный малость. Наверное, надо будет полностью его протачивать со всех сторон, чтобы был как новенький. А ну-ка, так пойдет? Нет. Вроде бы пошла трещинка. Оп, все. Раскололи, ребят. Сейчас мы пронаблюдаем, что там у него внутри. Состояние, какая смазочка там офигенная заложена. Ну все, в общем, дождались вы. Достаю я шабер. Интересно, что это за металл, сталь, чугун. Ой, вроде на сталь похоже. Вот здесь заплющено, нужно как-то это ободрать, потому что не вынимается кольцо. Позашабрил все зазубрины, коих здесь было великое множество. Теперь прохожусь таким вот, можно сказать, оселком и затачиваю зазубрины от шабера. Пришло время устанавливать на станок и протачивать. Нужно все протереть, чтобы, не дай бог, никакая мусорина не попала. И нужно будет пометить, чтобы после проточки все время ставить патрон в одно и то же положение. Что-то мне подсказывает, ребята, что такого вы еще не видели. Это какая-то полнейшая лютая дичь. Видно, насколько кривенький патрон. Надеюсь, хватит резца, потому что искры летят. Ну, возможно, это сталь 40Х. Взял 2 десятки за проход. Ну и вот так берет. Такое ощущение, что даже вибраций меньше становится. То есть балансировка улучшается.
Так, есть. Да, красота, друзья. Я думаю, больше не стоит тут протачивать. Все и так очень-очень прилично получилось. Зафиксировал суппорт, добавил десяточку и подбираем торц. На подаче, естественно. Надеюсь, получится хорошая чистота поверхности. Ну, торц здесь вроде бы более-менее. Вроде бы и так нормально. Ай, красота получается. Опа, а здесь не взяло. Чувствую, еще пару проходов надо делать. Ладно, не беда. Можно будет потом свежей пластиной сделать чистовой. Фух, вот это красота, ребят. Давно я такой красоты не видел. Залапал уже своими мокрыми, жирными ручонками. Вот видите, как можно испортить красоту. Ну и раз пошла такая пьянка, то внутри тоже точну. Потому что там как бы не очень красиво. Снял патрон, и теперь, друзья, момент истины. Теперь мы узнаем реальную точность моего станка. Точнее, конусность в поперечном перемещении. У меня уже здесь все готово для измерений. Измерять будем по-научному. Есть два набора концевых мер длины. Это эталонные меры, очень точные. Также есть две поверочных линейки. Вот они, родные. Измерять будем следующим образом. Взял две концевых меры по 1 миллиметру. Вот это и это. Сейчас ставим линейку. Я знаю, что здесь есть внутренняя конусность. Так и должно быть. Конусность должна быть обязательно внутрь, к патрону, к середине. Но насколько она большая, мы сейчас посмотрим. И как раз развеем все сомнения насчет того, можно ли сделать точно станок с помощью шабрения. Без использования шлифовальных станков и прочего оборудования. Потому что у некоторых, а точнее у многих, есть скепсис по этому поводу. В общем, смотрите, что я делаю. Я беру линеечку и ставлю на две этих КМДшечки. Вот так. Все прекрасно стоит. Теперь берем пластину, которая не 1 мм, а 1 мм плюс сотка. И смотрим, проходит ли она вот сюда, в эту конусность. Нет, ребята, она не проходит. Центр вот здесь, но, к сожалению, к центру я не могу подпихнуть, потому что здесь отверстие. Я подпихиваю вот как можно ближе к краю, и оно сюда не проходит. Берем следующую КМДшечку. Это КМД 1 мм плюс 5 микрон. Делаем аналогичную процедуру. Видите? Еле-еле проходит.
Вот, она прошла, я ее обратно пальцем, она скользит. Здесь уже практически не проходит. Вот, видите, не могу стянуть. То есть, ну, допустим, вот здесь сотка, допустим. Хотя здесь 5 микрон, здесь должно быть где-то 7-8 микрон. А может и 9. Ну, в любом случае 100% меньше сотки. Потому что это должно быть уже вот такое расстояние. В общем так, друзья. Конусность я сделал ту, что надо, внутрь патрона. Но сделал я ее минимальную. Просто мизерную. Получается меньше сотки конусность. Это все выводил. Выводил за несколько проходов при шабрении. То есть там можно буквально по микронам снимать. И если измерять постоянно, то все отлично получается. С микронной, как можете посмотреть, точностью. Без использования каких-либо шлифовальных и прочих станков. Все вручную вот этими вот руками. Вымываем грязь. Точнее графитку. Ну это то же самое, друзья. Я уже весь в пятнышку. Хотя я этим патроном, ну не знаю, уже часа 4, наверное, работал. И все это грязь с него лезет, летит и летит. Всю стену заляпал новую. Ну, я не сторонник использовать такие масла в патроне. Я возьму что-нибудь прозрачное. Мне идея пришла. Может быть, использовать масло вот с этой стороны именно для велосипедной цепи. Оно не разлетается. Мне кажется, это хорошая идея. Попробую. Все хорошенечко промыл в керосине. Ребята, блестит как новенькая. Теперь немножко слов про смазку. Я очень долго думал, что делать, как смазывать. Ну, решил остановиться на полуклассическом варианте, хотя с некоторыми модернизациями, друзья. В общем, есть у меня вот такая вещь. И я решил ее использовать. Это смазка для цепей велосипедов. То есть нужно ее использовать именно там. Она не вымывается, долго остается на цепи. В связи с этим она обладает очень такими жесткими свойствами. То есть она прочная, не смываемая, но легко наносится, потому что в аэрозоле. В аэрозоле она с растворителем, потом растворитель испаряется, и она становится густая и не текучая, очень вязкая. В общем, я ее хочу нанести в некоторые места. Туда, где гарантированно стружка не попадет. Ну вот, например, очень хотелось бы нанести вот туда, в это отверстие. Туда будет вставляться сателлит. Ну и вы сами понимаете, что от центробежной силы с этого отверстия вся смазка рано или поздно должна вылететь. Поэтому здесь нужна, ну, как можно более прочная и густая смазка. Немножко не по прямому назначению, но я думаю, будет в тему. Так, вставляем. То есть здесь она будет как родная. И еще хочется нанести на самое основное место. Это на скользящую посадку улитки. Вот в это место. Все. В остальном буду использовать жидкую смазку обычную. Индустриальное масло И-20. Что вылетит, то вылетит. Зато не будет чернуха лететь и не будет вымазывать меня и все вокруг, друзья. Нанесу ее на улитку. Потому что если наносить патрон, я здесь много где набрызгаю. И в этой области будет очень жестко прилипать стружка. Поэтому это не рекомендуется делать там, где открытые участки. Локально нанесу, и все будет good. У этой смазки, кстати, есть интересное свойство. Она светится в ультрафиолетовых лучах. Если, например, использовать в велосипеде по прямому назначению, то можно подсветить фонариком, ребят, и посмотреть, осталась ли смазка на цепи. Если мало ее уже или совсем не светится, то можно нанести еще. Тут ее очень много. В общем, ребят, ссылку на производителя я оставлю в описании к этому видео, да и на сам баллон, коль уж я засветил его в этом видео. Ну а мы продолжим. Первоначально желательно все смазать тонким слоем. Смазываю все жидким маслом обычным, то есть уже не тем велосипедным, ну хотя бы чтобы не ржавело, ребят. Что это дело такое? На масле высокой вязкости улитка очень плавно и как-то приятно ходит.
с таким усилием где-то в пару килограмм. Как-то нужно аккуратненько вставить. Получилась какая-то роскошь. Для начала проточу снаружи и с торца, чтобы убрать вот эту срамоту. Здесь какая-то необработанная поверхность, они бы еще призаком газовым отрезали. Ну, либо здесь уже что-то точили, ребят. Я не понимаю, как так может быть, как может быть такая грубая поверхность, но она есть. Здесь тоже можно сделать поверхность под посадку кольца. То есть кольцо зажимать можно на разжим огромное. Очень удобно. У меня на ТВшке есть такая функция. Так, ладненько, поехали. Оборотики что-то как-то великоватые, по-моему. Надо уменьшить. Надеюсь, кулачки не сильно каленые. По-моему, нормально все берет. Все, поехали, ребят. Когда будет большой съем, сделаем замедленную съемочку. Ну а сейчас пока потихонечку идет обработка. Подача минимальная, пускай будет 0,065 мм на оборот. Оборотики не знаю какие, у меня тут как-то интуитивно все настраивается, работает. Но все-таки классная вещь токарка. Когда занимаешься какими-то другими делами, все время бегаешь как ужаленный. А здесь можно стоять себе, наблюдать, как идет процесс. А процесс идет очень прикольно. Можно замедитировать, можно о чем-то подумать. Опять же, о новых проектах. Когда чем-то другим занимаешься, обычно думать некогда. Только работаешь. Но с другой стороны, когда много работы токарной, нудновато. Тут тоже ничего не скажешь, очень даже нудновато. Хорошо идет на удар, мне нравится, как оно работает, прям вообще отлично. Тут хорошо, тут отлично, тут великолепно. Все, ребят, шик, блеск и красота. Едем дальше, делаю выемку под кольца на разжим. Стружечка крутится, лавешка мутится. Пошел процесс. Запустил в работу этот адский механизм. И мы начинаем эту безумную токарку. Друзья, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. И помните, все трюки вот здесь выполнены профессионально. Ни в коем случае вот это не повторять. Ни в коем случае.